Добрый вечер, уважаемые коллеги, уважаемые друзья. Как всегда, воскресенье, как всегда, проект Forex Times. Я Дэн Стрелков и уже традиционно приглашаю вас в комьюнити Forex Times, где вы найдете торговые сигналы, торговые идеи по волновой теории Ральфа Эллиота, ежедневные прогнозы по данным Чикагской товарной биржи, а также обучение, чат. Собственно, вы найдете много продуктов по очень приемлемой цене за подписку, поэтому присоединяйтесь, можете написать мне в личку, я всегда вам отвечу, всегда вас проконсультирую, никогда не пошлю вас в лес шишки собирать. Ну, собственно, а сегодня, как всегда, рассмотрим вероятное движение торговых инструментов на предстоящую торговую неделю. И уже традиционно будет евро-золото, и бонусом будет канадский доллар, который, пожалуй, единственный среди 12 торговых инструментов, которые мы рассматриваем в комьюнити Forex Times, у которого совпадают и ожидания профессионалов с Чикагской товарной биржи и волновая разметка. По всем же другим торговым инструментам в данный момент какое-то разногласие. Либо волновая разметка показывает покупать, а профессионалы выставляют крупные скопления опционных контрактов в put, которыми они хеджируют свои фьючерсные сделки на покупку, но выставляют они данные контракты намного ниже цены, чем хотелось бы вообще это увидеть, то есть они ожидают снижения, хотя волновая разметка показывает на покупку. Либо напротив, волновая разметка по некоторым торговым инструментам показывает, что американский доллар следует уже продавать, уже рассматривать на продажу, а профессионалы на Чикагской товарной бирже, например, как по самураю, по торговому инструменту американский доллар против японской иены, они выставляют огромные скопления опционных контрактов месячных колл и достаточно высоко, говоря о том, что в данный момент любые продажи – это коррекция. Ну, собственно, вот немножко непонятно, что делать. Ну что ж, поехали по евро. Друзья, к сожалению, новости не очень хорошие по евро, а именно тот вариант, который мы с вами пробовали отрабатывать, и Чикагская товарная биржа, скажем так, была не против, это вариант с плоскостью в конечном диагональном треугольнике в волне С, собственно, А, Б, С. Но, однако, в чем новость-то плохая? Дело в том, что, я думаю, вы знаете правила диагональных треугольников, классических диагональных треугольников, в которых четвертая волна не должна быть больше второй, а у нас четвертая волна стала больше второй. Поэтому у нас, в принципе, теоретически, остается единственный вариант – это вариант с треугольником. А вариант с треугольником, собственно, подразумевает то, что у нас не хватает еще две волны для принятия решений. Собственно, А, Б, С, Д, Е, друзья. Так, ну здесь Д. О, Д, Е, собственно, там. Или еще цена немного ниже дойдет, но ни в коем случае не ниже минимума волны С. Таким образом, давайте с вами, собственно, пока будем курить бамбук. Ну, в скобках я, конечно, никого не призываю курить, но давайте сидеть на своих попах ровно, и пока дергаться по данному торговому инструменту нет большого смысла, по той простой причине, что даже если мы с вами посмотрим на более младшем таймфрейме, скажем, на 4-часовом, то есть мы с вами увидим движение, которое напоминает исключительно коррекционное движение, так как треугольник в принципе, отчетливо можно различить внутри данного движения. У нас получается либо отсюда треугольник, либо отсюда. Здесь особо не важно по той простой причине, что у нас получается зигзаг. А зигзаг, собственно, в импульс может перерасти только в том случае, если образуется начальный диагональный треугольник. Если начальный диагональный треугольник образуется, то после коррекции, конечно, мы будем рассматривать покупки. Но мы с вами не слепые. Если он образуется, мы его с вами увидим. Вот, что же касается данных с Чикагской товарной биржи, то сейчас я вам их покажу.
Дело в том, что профессионалы сняли 277 миллионов опционных контрактов в кол, про которые я говорил, но вот 284 миллиона опционных контрактов кол еще живы, друзья. И более того, на текущей торговой неделе профессионалы накинули нам еще 133 миллиона и 290 миллионов долларов опционных контрактов в пут. И вот у меня по поводу них вопрос. Если у нас образуется треугольник, то данный минимум обновлять цена не должна. Что же тогда у нас будет делаться с 284 и 133 миллионами долларов? Более того, у нас есть еще очень крупные скопления опционных контрактов в пут на сумму, сейчас я вам покажу, на сумму 705 миллионов долларов и 652 миллиона долларов с экспирацией на январь. Это говорит нам о том, что профессионалы на Чикаго считают, что до января месяца, до экспирации январской, цена все-таки сможет с большой вероятностью сходить и протестировать данные скопления опционных контрактов в пут. Но есть огромнейшее но. Как она это может сделать, я на данный момент пока понять не могу. Пока понять не могу. Если бы здесь можно было все-таки каким-то образом натянуть импульс, это было бы прекрасно. Я еще, конечно, посижу и подумаю, как сюда можно было бы какой-нибудь импульс за уши притянуть. Тогда, конечно, у нас получился бы зигзаг, зигзаг и импульс, получился бы расширенная плоскость у нас бы с вами получилась с отработкой данных опционных контрактов пут как раз-таки за ноябрь, может быть, за половину декабря цена бы сюда пришла. И здесь уже пыталась бы начинать разворачиваться. Так как, еще раз подчеркну, что в большинстве своем на Чикаго профессионалы хеджируют опционными контрактами пут свои фьючерсные контракты на покупку. Следовательно, на этих уровнях с большой вероятностью профессионалы ожидают цену для того, чтобы войти на покупку. Но мы с вами ожидаем совершенно другого. И вот, как я и говорил, что у нас расхождения. Очень странные расхождения, тем более мы сегодня канадский доллар рассмотрим в паре с американским долларом, и там мы американский доллар будем продавать, а следовательно покупать американский доллар в паре против евро смысла большого нет. Поэтому, друзья, рассматриваем исключительно треугольник и рассматриваем исключительно покупки. Золото. Очень многие мне в личку писали с вопросом: Дэн, а когда золото остановит свой рост? Друзья, еще раз напоминаю, что на такие вопросы или, например, на вопросы: Дэн, а с какого уровня золото начнет расти? На такие вопросы у меня всегда один ответ. Когда я узнаю ответ на ваш вопрос, я куплю планету Земля. Но это на самом деле уже до смешного доходит. Ну неужели, кто я для вас такой вообще на самом деле? Никто в мире не знает, когда остановится золото, будет оно расти, не будет. Вот сегодня, к примеру, я вам расскажу о том, что мы ожидаем с большой вероятностью продолжения снижения данного торгового инструмента, так как рост начался с коррекции, после чего мы с вами получили треугольник. Треугольник является предпоследней волной, поэтому рост начался с зигзага и заканчиваем, собственно, на зигзаге. Хотя, опять же таки, здесь и импульс можно накрутить. Ну, в таком случае я и здесь могу импульс накрутить. Это будет несложно по золоту. Самое главное — это треугольник, который является предпоследней волной, а следовательно мы с вами начали снижение на зигзаге, опять же с треугольником в предпоследней волне. Следовательно, можно записать W, далее связка X и ожидаем дальнейшего снижения в волне Y. И давайте посмотрим, куда примерно это может снижение пойти. А, собственно, вот у нас с вами максимальный открытый интерес по колл-опционным контрактам — это уровень 4000, поэтому когда золото было наверху в районе 4200, по-моему, да, 4200, мне начали задавать очень активно вопросы, сколько оно еще будет расти.
Я сказал, что черт его знает, сколько будет расти, но если будет разворачиваться уровень 4000. Это максимальный открытый интерес у нас по колл-опционным контрактам. Открытый интерес по пут-опционным контрактам находится на уровне 3800. Поэтому, в принципе, 3800 в данный момент это у нас минимальная цель для снижения золота. Однако для хейтеров, которые сейчас начнут чего-нибудь там придумывать и кричать, отвечаю. Разумеется, золото может начать расти в любой момент. Приведу пример. Китай нападает на Тайвань, Пакистан снова начинает стреляться с Афганистаном и одновременно с Индией. Израиль нападает на Иран, Иран отвечает Израилю. Начинается снова ракетная война, а также Израиль, разумеется, снова вводит войска в Газу. Далее Америка, разумеется, на Украине ничего не заканчивается, и Америка нападает на Колумбию и на Венесуэлу, устанавливая гегемонию в Карибском море. Вопрос, вот при такой всей ситуации, которую я сейчас только что рассказал, может вообще золото падать? Я думаю, никак. Исключительно в каком-нибудь технической маленькой коррекции, но это исключительно рост, потому что весь мир в труху. Так, ну что ж, надеюсь, все было понятно. А теперь, собственно, канадский доллар. И вот это, почему я в самом начале сказал, что единственный торговый инструмент, у которого совпадает разметка с ожиданиями профессионалов из Чикаго, это именно он, по той простой причине, что у нас происходит или уже произошел и закончился коррекционный рост торгового инструмента. Внутри данного роста прям так видится мне треугольник, следовательно, рост начался с зигзага, после чего образовался треугольник как предпоследняя волна, и рост закончился на зигзаге, после чего, внимание, коллеги, после чего на росте торгового инструмента профессионалы из Чикаго переписали свои ожидания по максимальному открытому интересу по колл-опционным контрактам, которые являются уровнем сопротивления. Я вот много раз говорил, что это уровень сопротивления. Они переписали вниз. И, как вы видите, внизу находятся опционные контракты Call на сумму 276 миллионов долларов и 252 миллиона долларов. Причем опционные контракты Call – это контракты, которыми хеджируют профессионалы свои фьючерсы на продажу. То есть не на покупку, а на продажу. Это говорит о том, что профессионалы считают, что цена упадет, а потом она вырастет. И вот отсюда они начнут хеджировать свои фьючерсы еще и дальше на продажу. То есть волновая разметка у нас совпадает с ожиданиями профессионалов. И что касается разметки на более младшем таймфрейме, я думаю, вы здесь без труда найдете пятиволновую структуру, а, собственно, у нас волна так, секундочку, волна или 1, и сейчас развивается, либо уже развилась, и цена на открытии рынка начнет лететь вниз, либо коррекция растянется в волну B или 2, после чего импульс коррекция и цена летит вниз. Как торговать данный торговый инструмент? Собственно, по открытию рынка можете выставить отложенный ордер sell stop и стоп-лосс наверх. Если цена полетит сразу вниз, прекрасно, вы будете получать с большой вероятностью прибыль. Если коррекция усложнится, удаляете свой отложенный ордер и ждете нового импульса, который в обязательном порядке должен поглотить волну коррекции. И после этого импульса и коррекции выставляете отложенный ордер sell stop и стоп-лосс наверх над волной C коррекции. Хотя можете и сюда, если вы очень жадные, очень-очень жадные. Вот таким образом, с большой вероятностью, вы сможете заработать денежку. А что касается глобальной структуры, очень многие наши коллеги, а я очень люблю подсматривать за нашими коллегами, считают, что в данной ситуации можно говорить о нисходящем
импульсном движении волны А или 1 коррекция, волны Б или 2 и продолжение снижения. И если исходить из этой теории, то take profit можете прям засаживать минимум на уровень 1.3363, а лучше 1.28 вон туда на 80, 1.2880. Грубо говоря, примерно потенциал движения 1000 пунктов. Я думаю, очень неплохой потенциал движения. Вот почему именно данный торговый инструмент прям чуть ли не единственный, у которого совпадает, еще раз подчеркну, и волновая структура рынка, и ожидания профессионалов из Чикаго. Ну а, собственно, если вы знаете, что такое математика управления капиталом, умеете рассчитывать объем ордеров, исходя из размера стоп-лосса и риска, а это процент от баланса вашего торгового счета, то, в принципе, даже имея один торговый инструмент на хотя бы торговый месяц или там, скажем, календарный месяц, вы запросто можете заработать достаточно неплохой процент к своему балансу торгового счета. Не кидайтесь вы на золото, на нефть, не кидайтесь на индексы американские, потому что они волатильны. Мне всегда отвечают на мой вопрос, почему вы торгуете золото, всегда один и тот же ответ. Но оно же волатильно, я заработаю больше. Друзья, приходите в комьюнити Forex Times, я вам расскажу, что вы ошибаетесь на каждом своем движении на финансовых рынках. Особенно, когда люди пишут про кредитные плечи, которые вообще никак не влияют на вашу прибыль или убыток, или когда люди пишут мне про волатильность, опять же, которая никак не влияет на вашу прибыль и убыток, то это фундаментальные ошибки, которые не дают вам, как минимум, торговать не в убыток себе. Приходите в комьюнити Forex Times, 1,5 часа со мной пообщаетесь, и вы перестанете проигрывать свои балансы торговых счетов. Вы будете через 1,5 часа общения со мной оставаться при нулях. А потом мы с вами еще проведем несколько занятий, и у вас начнется стабильный профит. Но, друзья, я умоляю вас, не нужно думать о том, что, имея $1000, через год у вас будет миллион. Не будет у вас миллиона. Не нужно таких ожиданий, пожалуйста, потому что эти ожидания порождают в вашей голове ненужных тараканов, которые потом говорят вам такие фразы: братан, стоп-лоссы для лохов, математика управления капиталом для лохов. Берем золото, начинаем хреначить без стоп-лоссов, а сейчас повезет, и ты станешь сказочно богатый. Убейте в себе этого таракана, не станете. Надеюсь, я вас не сильно огорчу. Ну что ж, друзья, спасибо большое, что послушали меня сегодня. Надеюсь, кому-то было полезно. Еще раз традиционно в конце приглашаю в комьюнити Forex Times. Напишите мне в личку. Я всегда вам отвечу, всегда с вами пообщаюсь. И вам классного вечера и настроения. И всем пока-пока.